Нехорошая квартира. Ольга подписала договор продажи квартиры и чуть не расплакалась от счастья. Покупательница подозрительно посмотрела на полнотелую блондинку, которая шмыгала носом над кипой документов, но Ольге было все равно. Наконец-то нашелся покупатель на бабушкину квартиру. А ведь она уже почти не верила, что эта мистическая история хорошо закончится. Квартира, которая досталась Ольге в наследство от бабушки, никак не хотела продаваться. Народ ходил, смотрел, но дальше этого дела не шло. Ольга уже до предела снизила цену, и все равно покупатели никак не могли найтись. «Да не переживай», – успокаивал ее муж. «Давай сделаем небольшой ремонт, обои поклеим, улетит в легкую». Ольга согласилась. Конечно, все хотят заехать и жить, тем более, что после бабули квартира была в состоянии так себе. Старушечьи обои в мелкий цветочек, скрипучий паркет и давно не видевший побелки потолок навевали тоску. Приводить жилье в порядок решили собственными силами. «Ничего, зато экономия», – подбадривала Ольга сама себя, убирая светлые волосы в хвост и придирчиво оглядывая комнату. Муж отчалил в командировку, и хотя он просил Ольгу не начинать без него, она не хотела ждать возвращения Сергея и сразу принялась за работу. Самым сложным было заменить пол, поэтому она наняла бригаду. Пара молодых, загорелых парней справились с задачей за 3 дня. И уже получая расчет, один из них заметил: «Соседи у вас сверху, конечно, всю ночь бегают и бегают, полуночники какие-то». «Там старики вроде живут», — заметила Ольга, решив, что, видимо, к пожилым соседям приехали гости. Но уже буквально следующей ночью ей предстояло самой убедиться в правдивости слов рабочих. Дело было так. Целый день Ольга снимала старые обои и под вечер умоталась настолько, что буквально валилась с ног. Хорошо, что она захватила с собой надувной матрас и постельное белье из дома. Можно было переночевать, не покидая рабочего места. Едва опустив голову на подушку, она тут же провалилась в сон. Но поспать до утра не удалось. В 2:30 ночи сверху раздались характерные шлепки голыми ногами по полу. Кто-то будто бегал по комнате. Ольга перевернулась на другой бок, полежала, пытаясь уснуть, но потом села. Шлеп, шлеп, шлеп. Разносился звук в ночной тишине. Женщина покосилась на часы. 4 утра. Это еще хорошо, что у нее отпуск. Иначе она с утра была бы больше похожа на медведя-шатуна, а не на начальника отдела кадров. Топ, топ, шлеп, шлеп. Ольга встала и подошла к окну. Начинало светать. Сон прошел, словно его и не было. Вздохнув, женщина поставила чайник, а когда вернулась в комнату с кружкой горячего кофе, никаких звуков уже не было. Весь день прошел в работе. Сначала она закончила убирать старые обои, потом принялась грунтовать стены. В итоге она совершенно забыла, что планировала сходить к соседям сверху и спросить про ночную беготню. Вечером Ольга едва успела дойти до своей походной постели и тут же уснула. Ровно в 2:30, как и предыдущей ночью, сверху раздался шум. Звук босых, бегающих по квартире ног мешал спать и раздражал. «Ну, это уже слишком», – буркнула Ольга, накидывая халат. Через несколько секунд она уже стояла перед соседской дверью и изо всей силы сжала на дверной звонок. Вопреки ожиданиям, никто не спешил открывать, и только спустя добрых 5 минут раздался звук поворачивающегося в замочной скважине ключа. «Кто?» – подозрительно спросил немолодой женский голос. «Я ваша новая соседка снизу, Марии Семеновны внучка», – с готовностью откликнулась Ольга. Дверь тут же распахнулась, и перед Ольгой предстала абсолютно седая старушка в длинной ночнушке, опирающаяся на ходунки. «Машина внучка. Что случилось? Время ночь. У вас кто-то бегает по квартире. Спать просто невозможно», – начала Ольга. Старушка подняла брови. «У меня? Этого просто не может быть. Я еле хожу». Соседка многозначительно посмотрела на свои ходунки. «Может, у вас дети или внуки?» – продолжала напирать Ольга, но уже не так уверенно. «Нет никого. Одна я», – покачала головой старушка.
Вернувшись в свою квартиру, Ольга снова прислушалась. Беготня по-прежнему продолжалась, только теперь звук шел не сверху, а откуда-то сбоку. «Ерунда какая-то», – пробормотала женщина, прикладывая ухо к стене. Теперь уже казалось, что топот слышен из маленькой комнаты, которая раньше служила бабушкиной спальней. Ольга подошла к двери второй комнаты и заглянула вовнутрь. Тусклый свет из коридора освещал усталые обои в зеленый листочек, которые совершенно не сочетались с недавно постеленным ламинатом. Разумеется, в комнате никого не было. «Да уж», — сказала вслух сама себе Ольга. Пошла в комнатку и огляделась. Тут еще дел непочатый край. Женщина прислушалась. Бега больше не было слышно. Похоже, это все-таки были соседи справа, и они наконец-то решили лечь спать. Ольга вздохнула и уже собралась вернуться к своему надувному матрасу, как произошло такое, что у женщины зашевелились волосы на голове. Шлеп-шлеп, топ-топ-топ. Звук топота босых ног по полу словно из ниоткуда появился в пустой комнате. Кто-то невидимый бегал вокруг Ольги. Похолодев от ужаса, женщина стояла в центре комнаты и продолжала таращиться в пустоту. Кроме нее в комнате не было ни одной живой души. Ноги словно были приклеены к полу, и Ольга, как ни старалась, не могла даже сделать шаг. Вдруг слева кто-то тихонько засмеялся. Это было словно смех маленького ребенка, тонкий и переливистый. Оцепенение спало, как будто и не было. Ольга, очнувшись, бегом кинулась из комнаты. Она только успела схватить в коридоре телефон и тут же выбежала на лестничную площадку. Едва переведя дух, трясущимися от пережитого кошмара руками, женщина набрала номер мужа. «Сереж, спишь? Тут какой-то полтергейст творится в этой бабусиной квартире. Да я знаю, что 5 утра!» Сбивчиво принялась рассказывать Ольга. По совету мужа она решила не возвращаться в квартиру до приезда из командировки. Спустя неделю вместе с мужем и местным священником Ольга снова направилась в злополучную квартиру. Сергей через день после возвращения совершенно случайно познакомился с отцом Дмитрием в очереди в магазине. Тот тоже покупал какие-то продукты. «Вы только помогите», — уговаривала отца Дмитрия Ольга, пока Сергей открывал дверь. «Заплатим сколько скажете. Вас прямо судьба к нам привела. Где бы мы сейчас священника хорошего искали?» Худой, в рясе, священник погладил длинную бороду и сукоризной посмотрел на Ольгу. «Денег не возьму. Ежели отблагодарить захотите, то в церковь святого Павла передайте, я там служу. А теперь идите и ждите в машине. Я когда закончу, спущусь к вам». Ольга с Сергеем послушно просидели в машине почти 2 часа, прежде чем отец Дмитрий закончил свою работу и спустился к ним. «Все», — устало ответил он на немой вопрос Ольги. «Больше никто беспокоить не будет. Там просто когда хозяйка уходила, видать, зеркала не закрывали. Вот одна заблудшая душа и перепутала миры. Но теперь все хорошо будет. Если продать квартиру решите, то тоже все получится». Дальше и вправду все было хорошо. Через 2 недели квартиру по нормальной цене купила пожилая соседка из первого подъезда. Даже не смотрела, что ремонт не закончен. Сказала, что покупает сыну и состояние ее не интересует. В эйфории Ольга сразу же поехала в церковь святого Павла. Ей не терпелось поделиться с отцом Дмитрием новостями и поблагодарить его еще раз. «Кто? Отец Дмитрий?» – задумчиво повторила немолодая женщина в платочке, продающая на входе в храм свечки. «Нет у нас такого. И не было никогда. Я уже 20 с лишним лет тут работаю». Даже спустя время Ольга не смогла разгадать эту загадку. Кем был этот загадочный священник и откуда он взялся? Но это было уже не важно. Главное, все хорошо закончилось.